хотел немножко поделиться в плане монтажа. Выглядит, честно говоря, хорошо, учитывая стоимость, но есть определенные особенности в плане именно укладки, потому как продается он не идеально ровный. Если у кого-то было ощущение, что он будет монтироваться гораздо легче и быстрее, потому что он бесшовный, в отличие от, знаете, вот такого классического кирпичика, который идет со швами, и там нужно затирать швы. То есть этот же кирпичик бесшовный, но работы получается даже больше, потому что с производства он идет не совсем ровный, то есть есть такие наплывы, либо же там излишки какие-то, но в общем суть такая, что нужно очень много подготавливать, и геометрия также не особо ровная, из-за этого приходится там, если не каждый первый, то каждый третий ряд приходится проходить отдельно с наждачкой, притачивать, чтобы в принципе он как бы укладывался без каких-либо зазоров, без щелей. Если укладывать просто, как вот он с магазина вам его привезли, то будет очень огромное количество именно вот этих щелей, и выглядеть, честно говоря, будет так себе. А при должном отношении, конечно, и при должной приточке это выглядит гораздо лучше, но при этом по трудозатратам это гораздо больше. Так что, кто хочет сделать себе такой кирпичик, будьте готовы к тому, что в принципе придется либо немало отдать денег именно за работу, за сам монтаж, либо же, если делаете его сами, то придется изрядно попотеть именно в плане его приточки, шлифовки и так далее, тому подобное, чтобы вот в конечном итоге не было именно вот этих щелей. Смотрится очень рельефно при должной еще подсветке. Появляются вот эти тени за счет рельефа, и соответственно выглядит это очень так симпатично. Что касательно углов, у некоторых производителей есть уже готовые углы, но они стоят, опять же, там нехилых денег. Хотя, честно говоря, есть мысль, что даже готовые углы придется как-то подгонять. Здесь же углы выполнены вручную, то есть сделаны во-первых, внутренние углы сделаны вот таким вот образом по трафарету, а наружные углы выполнены с запилом под 45 градусов. И с ними еще можно, в принципе, в конечном итоге обработать их, либо той же гипсовой штукатуркой, если она гипсовым клеем, если он такого же цвета и оттенка, как этот кирпичик. Либо можете заранее, опять же, там наносить больше клея, чтобы он выдавливался через соединения, через вот эти углы, то есть которые были запилены под 45 градусов. Тут остаются такие щели небольшие. И как вариант это либо заранее наносить больше клея, чтобы он выдавливался, и потом вы его просто затираете, либо же как вариант это уже в конечном итоге, то есть с кисточкой и той же самой либо гипсовой смесью, либо можно использовать вот эту стружку, когда в процессе работы будете притачивать кирпичик, будет оставаться очень много вот этой пыли, именно вот гипсовой, которая от самого кирпичика. Можно и в принципе использовать ее же, то есть разбавить немного с водой и замазать вот эти вот углы примыкания, и тем самым получается вот такой, в принципе, вполне облагороженный угол, без каких-либо щелей, без зазоров, и вполне достойно выглядящий. Опять же повторюсь, по трудозатратам это как бы достаточно серьезно, то есть повозиться придется.
Но нет ничего невыполнимого, в принципе, зато результат как бы смотрится вполне отлично. Вот это, честно говоря, стыковка внутреннего угла, прям отдельная история, то есть очень замороченная тема. Если делать просто прямое примыкание, то это, конечно, опять же будут какие-то гигантские щели. А так как стыковка здесь вот разноцветная, то есть одна стена серая, другая белая, то просто замазать или чем-то затереть этот угол, его как бы не совсем получится, неудобно, и итоговый результат тоже будет не очень. Вот таким макаром именно по трафарету, то есть притачивать, припиливать вот этот кирпичик, дает такой, в принципе, вполне годный результат. Поэтому тоже берите на вооружение, кто будет делать или собирается делать. Можно это вот таким макаром оформить